Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда приходит известие о нападении на барана, он в гневе хватает Хасана за горло и требует отчета. Когда госпожа Азади кричит и спрашивает, что случилось, Дилан плачет и говорит: «Ты получил то, что хотел, наконец-то ты получил то, что хотел, ребенок умер, и ты отомстил из-за тебя». Цеврей очень грустит и плачет, говоря, что не смогла защитить своего ребенка. В доме Сеитбея всем очень грустно. Но они не говорят Джевдету правду. Господин Сеит утверждает, что это была девушка, которая испугалась драки по соседству. Когда господин Кудрет узнает о случившемся, он спрашивает: «Это правда, Хасан?» Беран говорит, что это правда: «Папа, мой дядя убил ребенка». Когда госпожа Азади говорит, что наше настроение было испорчено, поэтому она сделала то, что сделала, Дилан ругает ее, спрашивая: «Ты осознаешь, что говоришь?» Он кричит: «Что дальше? Скольким еще людям ты причинишь вред?» Когда Хасан говорит: «Я просто пошел попросить Сиита отчитаться, я ничего не сделал ребенку, в чем моя вина?» Баран говорит: «Не вмешивайся, я сказал тебе, предоставь это мне». Дилан больше не может этого терпеть, он очень расстроен и просит Гэжу Баран Кадер пойти в его комнату. Затем Баран уходит, говоря, что на этот раз вы перешли черту и заплатите за это. Когда господин Кудрет не выдержал и дал Хасану пощечину, госпожа Азади сказала: «Не делай этого, он твой брат». Господин Кудрет говорит, что такой брат невозможен, и Хасан уходит, закрыв лицо. Пока мисс Кадер пытается утешить Дилана в своей комнате, приходит Беран. Она обнимает Дилана и говорит: «Мне очень жаль, я не могу утешить тебя сегодня, потому что умер ребенок, это такая большая боль, я не могу ничего сказать», и ласкает ее волосы. Цеврия винит себя и плачет в своей комнате, а Джевдет хочет ее утешить. Но, к счастью, у нас остался ребенок, и мы хотим его успокоить. Она думает о том, что сказал Беран, и думает про себя: «В каком качестве ты говоришь мне о Дилане вот так?» В это время Хевен сообщает новости о конфликте. Сабиха беспокоится о Дилане и звонит ей, чтобы узнать, узнали ли они, что Дилан не дочь Демирлера. Пока Беран утешает Дилана, он говорит: «Я накажу тех, кто сделал это своей собственной рукой, если ты не волнуешься, мне нужно поговорить с отцом, ты можешь побыть один некоторое время», — говорит Дилан. «Занимайтесь своими делами, мне лучше», и Беран уходит. Дилан берет трубку Гэжи Сабихи и спрашивает: «Как дела, моя дочь?» Дилан говорит, что я сейчас не в состоянии говорить, и вешает трубку, не слушая. Госпожа Сабиха думает, что Дилану очень грустно, и просит Хевена подготовить машину, чтобы она была с ним. Госпожа Азади злится, когда дает Хасану пощечину в саду особняка и говорит: «Я сказала тебе убить Сиита, что значит убийство ребенка». Хасан говорит: «Я не знаю, Баран выстроила охрану перед домом, а когда начался конфликт, женщина от страха выкинула ребенка». Госпожа Азади говорит, что с этого момента берегите себя от Барана. Когда Баран сообщает отцу, что мой дядя будет наказан, господин Кудрет соглашается и не возражает. Тем временем, когда приходит Дилан, господин Джихан и Кудрет выражают ему свои соболезнования и выходят из комнаты. Дилан обнимает меня и говорит: «Я чувствовал, что утону, когда был один, поэтому я пришел к тебе, к моему прибежищу». Ферат рассказывает Гулю, как он ненавидит своего отца и как он может быть таким бессовестным. «Мне стыдно за него». Он говорит: «Иногда я завидую Барану. Мне бы хотелось иметь такого отца, как мой дядя». Когда Ферат говорит Гулю, что «я стал с тобой хорошим человеком», Гуль поддерживает его, говоря: «Я буду с ним, пока не умру». Когда моя тетя Дилан расстроится из-за того, что не хочет со мной встречаться, и они обвинят меня, говорит Беран, когда она успокоится, они поймут, что это не твоя вина, их печаль очень свежа. Когда Дилан говорит: «Я этого не вынесу, я хочу быть с ними, даже если они будут преследовать или кричать», Беран говорит: «А что, если это как в больнице?» Дилан отвечает: «Я подожду у их двери».
Берон решает подготовить Дилана и просто уйти, чтобы он был готов ко всему. Когда они собираются покинуть особняк, приходит госпожа Сабиха и спрашивает: «Дочь, с тобой все в порядке?» Когда Дилан спрашивает, почему вы пришли, госпожа Сабиха говорит, что ваш голос по телефону звучал очень плохо. Берон оставляет их, говоря, что он в машине. Когда Сабиха говорит: «Госпожа Сабиха, вы плохо выглядите, расскажите мне об этом», Дилан рассказывает о событиях. Когда госпожа Сабиха предлагает остаться со мной, это место небезопасно, Дилан спрашивает: «В каком качестве вы меня защитите?» В то время как госпожа Сабиха говорит себе: «Я твоя мать», она говорит Дилану как друг, который любит тебя. Когда Дилан отвечает: «Не волнуйтесь, со мной мой муж», госпожа Сабиха отвечает: «Вы правы, я думаю, что я превысила свои возможности». Пока госпожа Азади стоит в саду особняка, к ней приходит дядя Ахмед и пытается объяснить, что месть – это плохое чувство. Хавину удается проникнуть в комнату Джавахира. Баран и Дилан приходят в дом Сейд-Пея. Когда Дилан стучится в дверь, господин Сейд открывает ее, и Баран сразу же выражает соболезнования. Дилан идет навестить свою тетю. Перед ним появляется Ханифе, и когда он спрашивает, почему она пришла, Дилан отвечает: «Я пришел навестить своего брата». Госпожи Ханифе нет дома, она пошла за лекарствами, Цеври говорит, что не хочет тебя видеть, уходи. Дилан говорит, что я увижу его и поговорю с ним, даже если он этого не захочет, а мисс Ханфи кричит: «Мой внук умер из-за тебя, уходите отсюда». В то время как Дилан объясняет, что ему очень грустно, он зовет Цеври: «Мама, приди и отпусти ее». Хевен с трудом находит нужные ей документы, обыскав повсюду, она находит то, что хочет, и фотографирует это. В этот момент он слышит голоса Джавахира и Шаира. Когда Баран разговаривает с Геном Сиитом в саду и говорит, что не хотел, чтобы это произошло вот так, господин Сиит говорит: «Ты сдержал свое обещание, Хасан не остановился и не остановится, поэтому я потерял внук». И как только он собирается сказать, что он убийца твоей матери, ему на ум приходит угроза Кудрет-Бея, и он молчит. Баран говорит, что я накажу своего дядю, и ты больше не будешь вмешиваться в это дело. Когда Дилан приходит к Цеврии, она говорит: «Цеврии, ты не можешь быть грустнее меня, я потеряла свою жизнь, но я не просила отчета о своем мертвом ребенке, чтобы не потерять другого ребенка». Сказав, что из этого дома не прольется ни капли крови, нам достаточно этой мучительной жизни, Дилан, рыдая, выходит из комнаты. В страхе Хевен готовит пистолет и прячется за дверью. Как только она входит в Джавахироду, ее телефон звонит, и ей приходится немедленно уйти, и они уходят, прежде чем смогут войти в комнату. Когда Дилан в слезах выбегает из дома, Берон бежит за ней и останавливает ее. И когда он говорит Дилану: «Делай, что хочешь, но знай, что я не могу оставить тебя одного», Дилан обнимает Барана, громко плача. Пока госпожа Кадер убирает комнату Ферата, говоря, какой он грязный, она видит в своем ящике фотографию Гюля. Хавин узнал об уязвимостях Джавахира, приходит и сообщает об этом Сабихе Ханем. Когда он намеревается устранить Джавахира ради Дилана, Хевен предупреждает его, что этот человек – законченный психопат, и будет очень плохо, если он узнает, что вы сделали. Берон приводит Дилан на пляж, чтобы успокоить ее, и пытается подбодрить. Пока Дилан говорит о том, делаем ли мы что-то не так, проявляя милосердие, Берон говорит, что сейчас самое время добиться справедливости, не думайте об этих вещах сейчас, и они прогуляются по побережью. Пока госпожа Кадер держит в руке фотографию Гуля и сердито спрашивает, что Ферат делает в своей комнате, госпожа Азади просит принести мне лекарство. Гуль воспринимает это как возможность и избегает вопросов Гэжи Кадер. Баран просит Хасана покинуть особняк и отправиться в Мардин. Когда Хасан обращается за помощью к Гэжи Азади, госпожа Азади говорит, что приговор вынесен, примите его, чтобы ваше возвращение могло быть как можно скорее, идите и соберите чемодан. Хасан молча покидает их. Все в особняке присматривают за Хасаном, когда он уходит.
Когда он возвращается и хочет попрощаться, господин Кудрет не дает прохода. Даже если он говорит Ферату, что твой отец уходит, ты теперь один, Ферат ему не отвечает. Госпожа Азади очень опечалена уходом Хасана. Когда Хасан собирается покинуть особняк, господин Сейд стоит перед ним с пистолетом в руке. Все в особняке слышат звуки и выходят. На этот раз Ферат вытаскивает пистолет, чтобы защитить своего отца. Дилан говорит: не делай этого, и Баран кричит Ферату, чтобы тот опустил пистолет. «Господин Кудрет, мы говорили с вами». Когда Сейд говорит, что кровопролития нет, Сейд кричит, что это единственный способ решить этот вопрос, и Сейд стреляет. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.